Мы доставляем BMW на гоночную трассу. Перепутал машины? Вообще хочется отсюда уйти. Если менты остановят, могут поиметь. Чисто район геев. Эта территория не стоит вашей жизни. Нам дали чаевые. Наш самый красивый влог. На улице песчаная буря. Некому нам помочь. Мы просто снимаем разоблачение Лос-Анджелеса. Просто стараюсь не наступить на бомжа на улице, так опускаю вниз взгляд, и там какие-то звездочки. Короче, всем привет, наши Всем дорогие привет! подписчики. Спасибо большое, что выбрали посмотреть наше видео. Это будет очень интересный влог. Мы едем в Калифорнию. Мы там еще я там ни разу не была. Даня уже Я там был. У нас груз просто супер интересные тачки. Буквально через секунду, минутку я вам расскажу. Мы вам расскажем, как мы их забирали, что это вообще за машины. Мы вам все это покажем. Но у нас очень много для вас новостей. Короче. Мы не снимали недели 3, наверное. Да, у нас последнее видео, которое вышло, оно на самом деле было снято уже давно, еще в феврале, сегодня уже 12 марта. И почему мы не снимали, это чтобы сократить период Выхода видео. задержки видео, да, чтобы видео выходили как можно ближе к текущей дате. Так как в этот раз мы едем в такое прекрасное место с такими прекрасными, интересными машинами, то это нельзя было не снять. Подписывайтесь на наши соцсети, Инстаграм, там мы транслируем все в режиме настоящего времени. ТикТок, ссылки все в описании. Ну, антенна у меня есть. Ну, я что-то говорю, разве плохое? Короче, В общем, я сегодня купил микрофоны, Да. нам крутые DJI микрофоны, Mic2. У нас теперь звук, вот вы скажете, да, вот послушаете предыдущее видео, и сейчас и поймете, насколько это... Я просто сдам их обратно, если звук не поменяется. Да, это инвестиция, вложение в наше качество. Чтобы вы смотрели дома канала. наши видео и наслаждались качеством звука, качеством картинки, чтобы было все гладко. Берите еду, чаечек. Мы приступаем в данный момент. Горы покажи. Посмотрите, какой у нас Горные горы. фон. Сейчас я даже вам скажу, где мы. Вирджиния, да. Да, мы находимся в Вирджинии. Хотели сделать хороший фон. Не знаю, видно, не видно. В общем, прекрасные горы. Вроде видно. У нас новый трейлер, совсем забыла. Вы же Да, не вы же знаете. знаете. Мы поменяли трейлер за это время. Все есть уже в Инстаграме, как я уже и говорила. Что, пойдемте прогуляемся до трейлера, до машин. Сейчас все вам покажем. Даня, как обычно, время идет. Данина прическа только меняется. растет. Идем, вот теперь наш новый трейлер, он на 5-е колесо. Вы так особо, он выглядит не прям престижно, да, но это престижный трейлер по меркам трейлеров, но по оценке, по состоянию, честно, 7 из 10, наверное, может, где-то так. Вот, мы везем, два рейскара, которые прибыли к нам с Европы. В контейнере они приехали? Они приехали в контейнере на склад, и со склада сразу нам, 3 плюс 4, это 6, 7. 3 плюс 4, 7 сетов резины и дисков. Смотрите просто. Та-дам! Ой, ничего не понятно. Здесь сейчас лежат... Чел один забрал комплект резины и дисков. Он решил один комплект оставить в Мэриленде. Вот этот комплект от Porsche. И плюс он там спереди, мы вам еще сейчас попозже покажем, через ту дверь, там еще все в резине. Вот резина от него. Тут Та-дам! вот такой вот рейс-кар. 0 пробега по Америке. 0 пробега по Америке. Чисто с Бельгии он вроде приехал. С Нидерландов. Почти. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In a hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you into. Хроники недавние, самый под вопросом. Хроники казахских, звук ломает кости. Не Bluetooth в хвосте, шевелюсь до роста. В общем, эти машины, да, они уже видно, что их потаскали немножко какие-то трассы европейские. Porsche потасканная, Бэха новая. Не, Бэха тоже там что-то на Но не настолько потасканная, как с Porsche. В общем, у нас были проблемы с BMW. Она не заводится, и эта проблема до сих пор осталась. Когда мы забирали эту машину из порта, ее просто толкали вручную. Порта. Бустер, естественно, такие машины не работают. Смотрите, немцы, да? Зажали покрасить бампер, черный бампер. Возможно, она просто была вшатана и просто накинули так. Смотрите, вот такой багажник у нее. Вау.
Все минималистично. Тут, значит, все, ничего нету. Видите, вон тот шланг серая гофра. Это бензобак. Там находится только бензобак. И он прям напрямую через салон льется внутрь. Очень Танк интересно. 84 литра. Смотрите, как закрывается багажник, так же, как и капот. Да, подробнее я эти машины вам посниму, когда мы их уже будем доставлять. Но эту BMW нам придется вытаскивать вручную, так же, как мы ее и закатывали. Ну, мужики там закатывали, но выкатывать уже придется как-то самим. Здесь тоже все заставлено покрышками. 16 комплектов там лежит. О, 16 штук. BMW едет возле Лос-Анджелеса, в пустыне есть гоночная трасса. Я даже не представляю, что это будет. Это Я просто тоже, в кстати, не середине представляю. ничего, наверное. Мы ее просто выкинем, и вы будете с нами на эту всю красоту смотреть, на прекрасную природу Калифорнии. Это самый лучший мотор BMW. Был до того, как вышел S58. Этот мотор S55. В гражданских машинах он выдает 431 лошадь. В версии Competition 450, в КС чуть-чуть больше, 480, наверное. Это версия КС, но она трековая, она облегченная, там в салоне ничего нету. Мотор, думаю, стоковый, идеальнейший мотор. Я бы снял его себе, если можно было бы. Вы можете понюхать, как пахнет масло. Да, все понюхали, напишите в комментариях, как Кстати, пахнет масло. Европой пахнет. А, Нидерландами, да, прям веет? Качественное масло, да. Сейчас. Свечи менять надо. Цепь растянулась немного. Вообще, отдайте Дане этот мотор, короче. Оп. А, мы же не показали. Короче, трейлер, да, кратко про трейлер. Вот он вот такой вот, он длиннее, он 42 фита, наш предыдущий был 36. Единственный минус, в нем нету дверей, то есть приходится... Боковых. Да, боковых дверей. Приходится вылазить, когда они раньше всегда вылазил. Здесь у нас все забито шинами, но обычно у нас здесь наши вещи лежат. Короче, я надеюсь, что качество звука действительно хорошее. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Блин, ну лучше уже некуда. Здесь будет слышно прям так же, как будто я рядом стою. Я думаю, будет прекрасно. Таких картинок у нас раньше не было, с такого дальнего ракурса и с хорошим звуком. Все, мы выдвигаемся дальше, покорять Калифорнию. Ну, сейчас мы Голливуд. едем в Теннесси сначала. Сейчас мы едем в Теннесси, да, нам до Калифорнии чуть осталось, там 1500, но немного. Ну что, мы приехали разгружать Porsche. Здесь максимально неудобная дорога, закрытая территория, просто серпантин, узкие дорожки. Нам пришлось вообще разворачиваться просто на поле, которое внутри этой территории. Там стояли знаки, что типа эта территория не стоит вашей жизни. Ну, мол, не надо сюда ходить. К сожалению, при выгрузке Porsche есть видео только изнутри машины, потому что все произошло очень быстро, я просто быстренько залезла. Ну да, короче, Porsche я подсняла, и спасибо на этом. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. Мы едем, чтобы забрать еще одну машину, которая будет вот здесь. Не поедем же мы полупустые так далеко, правильно? Правильно. Мы приехали забирать новую машину, которая едет в Калифорнию. Не вот эту. Не вот эту, да, тоже Porsche, но 911, тоже старый. На механике человек ездит, видимо, плохо ездит. Один Porsche поменяли И на еще другой. 4 резины тоже у него будет. Перепутал машины? Наверное. Че, Даня, все-таки правильная машина? Да, ну кто-то где-то ошибся, видимо. Просто этот мужчина сегодня получает 911 из Калифорнии. Так там стоит уже 911. Нет, другая еще приезжает. А это уезжает в Калифорнию, но это Кайман. Короче, чтобы сложить зеркало, вот так делаешь, А, вау. кнопочку ставишь. Смотрите,
Лайк или не лайк? Лайк. Вообще круто. Тут он хотя бы смог быть. Зеркало. Хорошо, что никого нет. Все, как ничего нет. Никто еще не видел. Забрали мы Porsche, все-таки это оказался Кайман, а не 911, там диспетчер перепутал. В общем, все, выдвигаемся, нам ехать 1700 миль до Калифорнии. Мотоцикла нам так и не нашли. Да, мы планировали взять что-то, но ничего не Поэтому взяли. пока едем так, может завтра что-то возьмут, но уже маловероятно. Говорят, там в Арканзасе, кстати, какие-то новые правила ввели. Теперь, типа, все, кто едет на коммерческом транспорте, должны быть, нет, не сиделом, говорить на английском. Короче, если менты остановят, могут поиметь. Вы поняли. Там нужно знать хорошо английский А что и это за иметь полоска? грин-карту. Грин-карта есть, да, но английский нет. Есть я. Смотрите фокус. Сейчас покажу вам свой Опа! Это Данины трусы просто такие. Все, поехали. Всем добрый день, доброе утро. У нас уже Доброе утро, следующий господа. день. Мы находимся в Оклахоме. OKC, Оклахома Сити. Взяли магнитик, единственный, который был. У нас, короче, ужас, трэш. На улице песчаная буря, ветер ужасный, горят самом деле, поля. да. Все в песке, ветер колоссальный прям. На самом деле, да, горят поля. И плюс какая-то буря, ветер, это все разносится, это не могут потушить, людей эвакуируют из некоторых частей. Мы были бы не мы, если бы не попали в такую ситуацию. Поэтому мы попали, и мы едем дальше. У меня было две альтернативных дороги. Поехать по 40-й через Оклахому, Альбукерки, вот через все это. Либо ехать через Даллас, там было на час дольше, но там не было всего этого. А, кстати, нас впереди еще снег ждет. Снежная буря еще будет впереди. кошмар. Сейчас песчаная, а потом будет снежная завтра уже, наверное, если Чтобы не вы понимали, растает. сейчас плюс 20 градусов, и буквально завтра, да. И прикол в том, что вот где штат Нью-Мексико, Аризона, Нью-Мексико с пересечением с Техасом, там есть миль 100, и вот прямо от Мексики до Канады вот эти вот 100 миль идут сверху вниз, а там постоянно какая-то жесть происходит. Летом снега могут быть, вот именно в части этих гор, там идут хребты большие гор, прям вот так вот снизу вверх, и на этом участке всегда какая-то жопа происходит. И мы с ней столкнемся, скорее всего, завтра, потому что там как раз-таки завтра, в субботу, должен быть снег. Сегодня в песке, завтра в снегу. Прикол в том, что там пустыня, ну как песчаная, вот это вот как Аризона, Нью-Мексико, вот эти вот степи, пустыни, кактусы и снег. Я вообще не представляю, как это возможно, но скоро увидим. Надеюсь, что все будет нормально, потому что ветер вообще дует цари. так, что чувствуется на трейлере, прям вот уносит. Вот смотри, это его унесло сейчас. Чувака прям тоже фура едет перед нами, и он прям вот так вот начинает съезжать Да. с дороги. Краткий вам апдейт. Мы проехали часа 2 или 3 с Оклахома-Сити. В принципе, все нормально. Теперь уже светит солнце, небо уже естественного голубого цвета. Ну, не прям голубого, но все равно такой оттеночек имеется, но ветра уже особо нету. Через часа 3-4 вообще, то есть ветер спадет, что сейчас он где-то еще есть, но пройдет циклон. К сожалению, сейчас 40-я дорога, по которой мы ехали, закрыта, и поэтому нам сейчас приходится через какие-то вот такие дебри объезжать. Но уже вроде как все хорошо. The sun goes down, the sun goes down, the sun goes down, the sun goes. Короче, ребят, мы доехали до Нью-Мексико. Нью-Мехико. Сейчас будем искать на магнитик, просто такая остановочка, там в туалет, там по делам, может что-то купить, ну короче. На улице уже 6 градусов. Мы уезжали, сегодня днем было 20 градусов, доехали к вечеру уже в 6 градусов. Берем вот такой магнит, смотрите, здесь есть пришельцы, и у Дани есть история про это. Смотрю в небо, одна звезда, и вот такой же размера, как звезда, но звездочка маленькая в небе, точка такая. И еще 8-10 звезд, таких же рядом с ней, в ряд выстроенная линия из звезд.
И я смотрю, что вот эта вот вся линия движется по отношению к той звезде, которая стоит статично. И они движутся и по одному начинают исчезать. То есть 8, Я 7, этого, 6, 5, кстати, не увидела. 4. Она это не видела, я это видел. Они, короче, по одной начинают пропадать. И пропали все. Здесь относительно недалеко находится зона 51, она находится в Неваде. И, может, пришельцы сбежали, короче, и все, и улетели домой на родину, в Таджикистан. Всем привет! В общем, мы приехали в Альбукерке, Нью-Мексико. Ночью был снег, сейчас тоже он где-то местами лежит, особенно в горах. В общем, мы по-быстрому заехали в одно место. Вы, наверное, знаете этот дом 100%, если смотрели один известный сериал «Во все тяжкие». Вот этот дом. Только что там поменялся немножко. Здесь даже он охрана, security стоит. Кто смотрел этот легендарный сериал, по-любому узнает этот дом. Такой вот у меня немножко сонный еще вид, но мы приехали забирать мотоцикл. Это первый мотоцикл, который мы покажем вам на ютубе, который мы возили. У нас был один до этого, он есть в инстаграме, в актуальных. Этот, так же как и тот в инстаграме, не заводится, нет ключа, и его сейчас придется заталкивать. В общем, забрали мы это ведро. Собрали мы мотоцикл, короче. У него ножка вообще, вот не знаю, кто проектировал эту ножку метровой длины, которая типа нормально не наклоняется, он не стоит нормально. Как-то я его закрепил, вроде норм, но типа не шатается вообще. Надеюсь, он никуда не денется. Потому что здесь лежат диски, которые стоят дороже этого мотоцикла раз 5, наверное. Это херня для того, чтобы ездить по пустыне, по пескам, кроссовый мотоцикл. Все, что нам надо знать, 250 кубиков. Короче, были у Уолтера Уайта, у его дома, где снимались «Во все тяжкие», The Breaking Bad. Прикольно, когда я в детстве смотрел этот сериал, я его несколько раз пересматривал. Я видел этот дом, а сейчас я могу, типа, вживить его вживую, быть у него. Там все огорожено, менты стоят. Видимо, много людей приезжает. Все, что, надо ехать. Нам еще 600 миль ехать до Калифорнии. Пожелайте нам удачи. Короче, еду я, значит, по дороге, смотрю, вывеска огромная на табле висит, там, Knife City. Начинаю в Google открывать, там отзывы 5.0, 1500 отзывов. Мы находимся в пустыне, просто здесь нет городов, ничего, стоит один домик, почти маленький домик, и внутри все в ножах. Там есть катаны, нунчайки, ножи бабочки, тычковые ножи, бросательные эти, сюрикены, на веревках ножа. И там эти сай есть, название сай, вот как у Рафаэля из «Черепашек ниндзя», вот этот трезубец такой, не знаю, они называются сай, но я как-то его помню в детстве по-другому, как я думал. Прикупила там себе ножичек, вот такой интересный. Нож-бабочка. Взял у него в подарок наклеечку, которую мы сейчас наклеим. У нас здесь енотик есть, покажи енотик, ты не показывал. И вот такую тему интересную купил. Я нигде ее раньше не видел. В принципе, как и бабочки. Бабочки в Америке запрещены, то есть в инете просто не купишь. Вот так вот берешь. Оба! Потом как стоишь и закрываешь ее. Прикольно. Надеюсь, пригодится когда-нибудь. А то я все покупаю, ничего не пригождается. Выдвигаемся дальше. Нам еще ехать 500 миль.
Всем привет, дорогие подписчики! Мы находимся просто- в горах! Мы не можем оставить это без внимания. Это настолько красиво, это настолько моя стихия. Мы, Даня, короче, ехали, тоже. ехали сначала в степях, в пустыне, справа-слева просто поля. Потом, опа, мы, блядь, в зиме оказались. Потом 20 горы, минут снег. Просто 20 минут прошло. Мы с пустыни переместились в горы и снега. Все в снегах, резкие спуски. Нас впереди еще ждут два перевала огромных нас ждут. Вот там гора, если видно, Вот. хотела показать. Там тоже шикарные горы вообще. Я не знал, что в Аризоне есть такие гора. То есть, Гора? Такие горы. Мы ехали в горах, зелени очень много. Типа, я всегда думал, что Аризона это просто пустыня. Но здесь тоже прикольно. Это, мне кажется, наш самый красивый влог, если честно. Да, Здесь вы там такие столько виды. подъемов красивых. Уф. Это мы еще даже не в Калифорнии. Мы, мне кажется, самую красоту уже проехали. В Калифорнии не будет ничего настолько красивого. Посмотрите! Мы на фоне гор. Но дальше тоже очень красиво. Там дальше будет еще подсъем. Короче, оставайтесь с нами, мы двигаем дальше. Это очень круто. Ребята, у нас две новости. Первая. Мы в Калифорнии. Смотрите, какие у меня горы на фоне. Это просто. Вторая новость. Мы доставляем BMW на гоночную трассу. Мы все прекрасно помним, да, что BMW у нас не заводится, у нее умерла батарея, аккумулятор. И здесь про это все в курсе, но тем не менее нам сказали, что ее владелец сейчас гоняется на траке, поэтому вы ее как-нибудь сами вытолкайте и оставьте где-нибудь вот тут вот. У нас первым делом стоит мотоцикл, мы его уже достали. Сейчас выгоняем вот эту Porsche просто. Сейчас я сяду в эту BMW, а Даня будет ее пытаться толкать. Некому нам помочь. Тут вот какую-то машину уже толкают, а нашу нет, нашу мы будем толкать. Это сейчас очень интересно будет толкать эту машину Дани в одно лицо. Это какой-то кошмар. Командная работа. Боже, я не могу на это смотреть. Мне его так жалко. 2 hours later. Не, это нереально ее вытащить в одни руки, поэтому мы сейчас будем просить кого-то помочь. Короче, что мы имеем? Работники здесь, Редкостные работники. они относятся к людям не очень. Ну, то есть они, знаете, работают за свои $15 в час и ходят, показывают свой характер. Владелец этой машины нас встретил, все проверил, все хорошо, очень добрый дядечка, прям вот душечка, хороший мужчина. Спасибо ему большое, хорошего дня, успехов на гонках. Сейчас мы выгружаем всю эту резину и едем дальше. Мы находимся сейчас в Эрии. Кто играл в GTA 5, там есть, короче, деревня, где живет Тревор за горой. Типа вот Лос-Сантос, большая гора, и за ней деревушка с озером. Это, короче, мы сейчас находимся в том месте, по этой деревне. Тут как раз озеро это большое, которое единственное почти на Эрию Лос-Анджелеса. То есть это вот место в GTA 5 создано по этому ландшафту и по этой деревне, где мы находимся сейчас. I tell 'em, slow down. No, you can't catch me. I move too fast on the gas, don't chase me. Slow down. Slow down. I tell 'em, slow down. You know you can't catch me. I move too fast on the gas, don't chase me. Slow down. Slow down. I tell 'em, alright, I'm on the case getting sideways. $1.45 on the highway. You know a nigga ain't the shit on the door. I got a date with
За природу отдельный лайк, пожалуйста. Я вам забыла сделать апдейт магнитов. Вот такой вот аризонский магнит и вот такой вот калифорнийский магнит. Все у нас в порядке. Сейчас приехали в город Виста выгружать Porsche. Смотрите, здесь мужчина с женщиной забирают эту машину, и они оба одеты в зеленые. И машина тоже зеленая. Это прикольно. Давайте вам пару слов про Калифорнию. Это самый дорогой штат. Здесь самые высокие зарплаты, но в то же время очень Большие дорогая расходы. цена Жилье проживания. и так далее. И нам сегодня в обоих местах и владелец рейсовой машины, и вот тоже этой рейсовая. нам дали чаевые. Йоу, мы не наблюдали такого очень давно, Я хотя... офигею сейчас, что это мотак даст чаевые, но это... Очень вряд ли. У нас все очень быстро в темпе, потому что мы хотим успеть еще погулять по Лос-Анджелесу, встретиться с моими друзьями, с нашими друзьями, окей? Увидеть красивый закат, так что это еще не конец. Короче, мы в Л.А. едем сейчас... Нет, мы не в Л.А., мы в Сан-Диего едем в Лос-Анджелес смотреть на Голливуд. Познакомились, ребят. это Сергей. Скажи хай. Там сзади две Полины сидят. С вами мы уже знакомы, тоже Да. Полина. Ребята, наши друзья, как я уже говорила, они тоже стали снимать влоги на YouTube. Знаете, мы такие малый бизнес, поддерживаете маленьких блогеров, поэтому на их канал я тоже вам оставлю ссылочку внизу. Если вам интересно про путешествия и все такое, можете посмотреть. Да, я уже сказала, мы едем в Л.А., мы не успеваем на закат. Ну, Мы надеюсь, успеваем что на закат. наша Все машина, нормально. наш корабль, ну не наш, их корабль нас домчит прекрасно. Мы были в Сан-Диего, вытащили этот велосипед детям каким-то 15-летним. Короче, едем и встретимся в Л.А. Угадаете, где мы? Ну, с 3 раз, да? Ну, куда могут приехать люди первый раз? Конечно же, к океану. Ну тут на город Лёнь. А у меня включен микрофон? Оно не сгорело. Гэнг-гэнг. Мы пошли фоткаться, пока есть закат. Я хотела сказать свое первое впечатление про Лос-Анджелес. Это то, что совсем город не похож на то, как я себе его представляла почему-то. То есть просто такая низина и город. Непонятно что, склоны, да, виды, но вообще я представляла его намного больше, что ли. Ну, вон он. Нет, здесь его не видно, он где-то... Не знаю, там. как вам жизнь? Жизнь? Полина вообще как бы жила всю жизнь в Лос-Анджелесе. Расскажи мне что-нибудь. К сожалению, жила всю жизнь в Лос-Анджелесе, да. Не знаю, но тут толком нечего делать на Типа, самом не деле. знаю. Да? Вы ехали, вы были такие, типа... Я вам честно скажу, люди, которые живут в Лос-Анджелесе, они или очень-очень, типа, бедные, они живут там, Либо по сути, богатые, там да? в Комптоне, либо богатые, которые на природу выезжают. Типа, вы были так excited сюда ехать, мы не хотели вас расстраивать, типа, ты такая, типа, звонишь, блин, мы в Л.А., я такой, ну, да, типа. А тут обычно все такие, блин, в Л.А. опять в этот заезженный бомжатник. Короче, немного не оправдались Ну, только на ожидания, Голливуд посмотрите, на Санта-Монику. но, Всё. опять-таки, мы еще не ездили по всему городу, но так, первый взгляд, ну, it's okay. Закаты красивые, но сейчас плохой закат. Короче, мы пошли фоткаться, все фотки будут в Инстаграме, проверяйте, подписывайтесь. Всем привет! Сейчас мы берем интервью у нашего главного героя передачи «На колесах» Сергей. Сергей Артакович за рулем. Да, Сергей, как вам Лос-Анджелес? Меня сзади снимают? Ну, я не знаю, я тут как-то... Я рад, что мне сюда часто не приходится ездить. Это плюс. Мне тут не очень нравится. Ну, вот я рассказывал историю про Аллею Славы, то, что... Я помню, я в учебнике читал по окружающему миру за 5 класс про Аллею Славы, блин. И с того момента у меня была такая картинка, что это что-то такое красивое, солнечное, блин. И как-то первый раз в жизни, когда приезжаю в Л.А., просто стараюсь не наступить на бомжа на улице, так опускаю вниз взгляд, и там какие-то звездочки. Типа, я у Полины своей спрашиваю, типа, ой, Полина, а что это такое? Она такая, ну это типа Аллея Славы. Я такой,
Сам Лос-Анджелес, по сути, очень маленький город, он состоит только из даунтауна. Все остальное это разные города, такие как Голливуд, Оранж-Каунти. Беверли-Хиллз очень красивый район. Как-то Аллея Славы, я сам еще там не был. Все, наверное. За лучшими пельмешками в Лос-Анджелесе. Ты ел их там? Услуги, что не ел никогда. А что ты решил, что они самые лучшие? Не знаю, я настраиваюсь на хорошее что-то. Ладно, короче, мы сейчас едем в ресторан, один из самых популярных тут. Он типа русский, славянский, да. Я в нем лично никогда не была, Сережа тоже, но мы предполагаем, что он должен быть хотя бы относительно хороший, потому что я раньше тут работала няней. Типа, тут очень много, тут большой русский район на самом деле, и тут очень много таких русских мамочек богатеньких, они постоянно туда ходят, так что я предполагаю, что что-то там хотя бы есть. Сколько примерно стоит сходить на двоих там в ресторан такой обычный, средний в Лос-Анджелесе? Ну, смотри, это типа сотка, На это... сколько человек? На двоих. На двоих? Сотка это типа... это типа немного ниже среднего. Типа, если с напитками, то может выйти легко и 200 с чем-то. Если без, то типа обычно там среднего уровня ресторан такой выйдет где-то... 150-200, да. я бы сказал. Не. Ну, слава богу, мы тут не живем. Мы живем в Если честно, Сан-Диего. я не вижу, куда я смотрю. Ну окей, Сан-Диего вам нравится. Сан-Диего нравится. В Сан-Диего очень Калифорнии природа самая классная. Она природой чисто вывозит. Вот типа горы, море, А вот чтобы узнать, снег. какая тут природа, идите на наш канал. Вот, ничего себе ты, бля. У нас тут произошла интересная история. Мы вот припарковались, и видите, вот здесь вот красная вот эта линия, это что, типа fire, вот это вот для emergency служб? Не, это просто нельзя парковаться. То есть вот так просто рандомно. Сейчас проверим, насколько вы влогеры. Вы уже достаточно храбры, чтобы зайти вот сейчас в русскую кафешечку и так начать чисто снимать? Вообще без проблем. Да ну, Вообще без проблем. я один такой, что ли, типа, забитый? В Лос-Анджелесе тут очень несчастливые люди, скажем так. Да, бомжи мы уже наблюдаем такую здесь Это, кстати, картинку. Вест Голливуд. Это очень гейский район. Типа, вот чисто район геев. Типа, особенно вот эта вот главная улица, тут прям гейские там парады, и вот это вот все происходит. Входим в русское заведение, меня тут взяли на понт, типа, а можешь ли ты зайти в русском заведении снимать? 1 hour later. Короче, краткий экскурс по русскому ресторану. Все внутри выглядит, ну так. Ресторан офигенный, заходите сюда, очень вкусно готовят. Все выглядит очень так по-славянски, орнаменты, тарелки с цветочками, но... Мясо, короче, очень вкусное было. Борщик тоже хорошенький. Но борщик как будто вот кастрюля там уже не второй день стоит, и они оттуда просто чикают, загрели. То есть, ну, не свеженький прям. В общем, Даня Да, кушал борщ, ребята взяли там все голубцы, сало, Голубцы были пельмешки. вкусные. Пельмешки как будто размороженные, просто типа не свежие точно. насыпали, сварили и все. Да, да. И на основное блюдо выбрали шашлык, куриный, свиной, и ребята взяли баранину. В принципе, по еде вкусно приготовлено, окей, но там туалет, это просто отдельная тема, я не снимала, но... В туалет просто надо заходить вот через кухню. То есть проходишь через ресторан, через место, где они готовят еду. А, там бомж валяется. Полина. Где? Где? Ребята, ну такой контент. Сейчас мы просто снимаем разоблачение Лос-Анджелеса. Короче, туалет. Я ставлю этому туалету 2 балла из 2. Я ставлю чисто 3 капельки на ободке. А я думал, Короче, Поэтому- туалет, прикольная тема, да, ты кушаешь, Туалет классная тема. Если бы туалетов не было, я не знаю, что бы делали. идешь просто через кухню, да, видишь, как там все готовят, идешь такой грязный, вонючий на пофиг, когда заходишь, там у них висят куртки, висят обувь, шкафчики. В общем, по ценам вышло на 4 $307. Да. Это нормально? И это без алкоголя, без ничего, типа. Короче, да, это довольно стандартно. Едем на аллею звезд. Да, единственное, Правильно? вот мне не понравилось, это что тут включено, типа, вот эти 18%. А, кстати, и на обратном пути мы тоже встретили бомжа, который у нас просил вот особенную терияки курицу. Блин, я шел из ресторана. Блин, вот это я хотел рассказать. Короче, мы выходим из ресторана, у меня с собой пакетик с едой, там барашка, просто, ну, вкусная картошечка жареная, свеженькая, прям курочка чуть-чуть. И этот черт такой выходит, говорит, типа, купи мне, типа, наггетсы, да, вот этот бомж. Я такой говорю, братан, вот, я ему говорю, братан, вот у меня пакет еды, хочешь, я тебе его отдам? Он такой, не, я хочу вот эти конкретные, блин, чики-наггетсы из вот этого ресторана за $12 купил мне, пожалуйста. Ты что, Вася, ты что, охренел? Короче, поехали О, дальше. смотри, сама едет. А, вот, кстати, такси без водителя поехало. Тормози, поехали на Голливуд. Холливуд. Холливуд. Да, Холливуд. А Майами уже 9:47.
мы передвигаемся на Аллею звезд, или по-нашему Walk of Shame. Боже, ребята приехали снимать влог в Лос-Анджелесе. Там бомж орет на них. Вот Аллея Славы. Капец. Сейчас мы находимся на Аллее звезд. Ужасное место просто. Я думал, что оно не очень, да, вот такое прям. Мы ожидали совсем другого. Чем-то Нью-Йорк напоминает. Что вообще происходит? Я не понимаю просто. Здесь куча наркоманов, а звезды здесь просто как бы вот так вот на полу. Ты идешь просто по обычной улице, Шахматы на бабки играют. реально Может, напоминает Нью-Йорк. Да, они играют в шахматы на бабки. Здесь какие-то просто лавочки непонятные. Очень много странных людей. Какой-то наркоман здесь лежал, просто что-то орал. Я не очень себя чувствую здесь безопасно, потому что прям одни наркоманы. И очень травой везде пахнет. Воняет, вообще хочется отсюда уйти. И, в принципе, Лос-Анджелес вообще не оправдал мои никакие ожидания. Бля. Чел с баскетбольным мячом просто. Оранж Каунти. Короче, в происходит? Лос-Анджелесе есть хороший район Оранж Каунти. Ну, вот здесь прям просто трэш, но есть нормальные районы, где можно жить. Чем-то напоминает вайб Манхэттена, но Манхэттен все-таки поприличнее будет. Я знала, что Лос-Анджелес грязный. Я знала, что в Лос-Анджелесе бомжи. Но я не ожидала, что он будет настолько какой-то маленький, настолько, ну, не то, что непривлекательный, но просто, ну, как бы одна улочка примерно как в Лас-Вегасе. И все. Основную часть города составляют именно пригородные города. Я не знаю, как это объяснить. Короче, районы вокруг LA. Именно LA это прям даунтаун. Остальное это там Голливуд и Беверли-Хиллз и все вот это как бы не считается прям Лос-Анджелесом. Это отдельный город в округе Лос-Анджелеса. О, смотрите, он мне нашел Оскар «Лучшая девушка». Как мило. Я глохла на одно ухо. Да здесь все засрано, грязь. Я не могу передать, чем сейчас здесь воняет. Какой-то едой, вперемешку с канализацией, что-то прям... Погулять, посмотреть один раз, окей, пойдет. Но больше мне не очень хочется возвращаться на Мужик это в место. юбке с длинной на каблуках. У нас еще пару мест, в которые мы сегодня заедем, так что едем дальше. Мы сейчас находимся на горе, на которую мы залезли очень интересно. Или под горой. Опа! Оп-оп-оп. Ну и последний воин. Ой-я. Да, короче, мы только что приехали из Беверли-Хиллз, мы там проехались буквально по одной главной улице, Да. типа Родео Драйва. Там Шикарная типа улица, красивая. шоппинг-дистрикт, короче, для богатеньких. Там нет бомжей, да? Это единственный Да, район кстати. LA, где нет Самый бомжей. чистый, да. Вы знаете, бомжей приезжают, на машине забирают, отвозят оттуда, они возвращаются обратно, их обратно отвозят, и так кругами туда-сюда их возят. Почему вообще так много бомжей в Лос-Анджелесе? В Лос-Анджелесе бомжам лучше всего. Тут, во-первых, не холодно. Очень много, типа, homeless shelters. Там им еду выдают, какие-то деньги тоже. У них есть почти Пособие всегда, по безработице, да? Да, почти всегда где поспать, где поесть есть. Типа, что им еще, в принципе, нужно. Но вот Беверли-Хиллз — это единственный, по сути, район, где их нет, потому что их постоянно оттуда выводят. Там иногда один зашастает куда-то там. Все ради богатых. Короче, только для богатых все делают, чтобы они бомжей не видели. Да, вообще Беверли-Хиллз — это достаточно большой жилой район, и там, типа, очень много там знаменитых людей. И вот это Родео Драйв — это самое главное шоппинг-дистрикт, и, короче, туда меня не пускают. Ребята, у нас небольшая смена оборудования, потому что наша камера села. Спасибо большое ребятам за то, что они тоже стали блогерами. У них с собой есть запас. Я хотела дать небольшой конструктивный комментарий, почему мне не понравилась вот эта аллея звезд. Дело в том, что она мне напоминает вайб Лас-Вегаса. То есть это безысходность какая-то, дыра, грязь во всех смыслах этого слова. Логово дьявола. Да, Логово дьявола. Сережа говорит, вот это хорошая его прямая ассоциация. В принципе, есть такой вайб. Все грязно. То есть ты тарелка со не стейком, в которую чувствуешь... бомж наблевал, знаешь, вот такая ассоциация.
Фу, какой кошмар. Ну, это хорошая ассоциация, ладно. Сейчас уже вечер следующего дня, но это Да. небольшая такая вставочка. Просто вчера я поняла, что я не особо ничего хорошего про Лос-Анджелес не рассказала. Ее просто очень сильно задезморалила аллея звезд, где там одни бомжи, мусор, грязь, наркоманы. И вот это воняет, вот логово дьявола в натуре. Сейчас мы опять его проезжали. Днем. Там еще клуб есть, ну, в GTA он тоже есть, прикольный клуб. Он большой такой, и там прям такие дьявольские эти стоят, прям дьявольский клуб какой-то. Я посмотрел туда, конечно, просто посмотреть. Интересно. Ну, прям реально атмосфера дьявольская. Даже несмотря на то, что мы проехали это место сегодня на закате, как бы сильно лучше оно не стало. Именно аллея славы. Но так там... То есть не очень. Вест Голливуд очень красивый, Беверли-Хиллз красивый Единственное, район. почему вообще Лос-Анджелес вывозит, это из-за природы. Если убрать вот такие прекрасные виды, если Будет убрать обычный город, да. низины, горы, деревья, леса, это будет не очень город, если честно. Погода Мне здесь прикольная. не нравится, климат здесь комфортный. Днем Днем тепло, здесь, да. вечером холодно. Это хороший город, есть плохие районы, есть хорошие районы. Хотела сказать то, что, конечно, наше мнение это Субъективное. очень субъективное наше мнение, потому что мы живем в США уже несколько лет, мы приехали из Майами, мы видели другие крупные города, и поэтому Лос-Анджелес не особо тут и удивляет своими какими-то небоскребами или еще чем-то. Мне больше понравилась Аризона, именно природа пустыни, в которую мы Аризона ехали, бомба вообще. и вот горы калифорнийские, ландшафты. Лос-Анджелес здесь не, знаете, не звезда программы. Там именно даунтаун — это Лос-Анджелес. Все остальное — это разные города. Вот здесь у вас даунтаун будет такой плюс-минус урбанизированный район, и далее пойдет частный сектор, то есть у вас город низких домах одноэтажных, там вот высоких домов не так и много, и это есть как бы даунтаун, и все. Не надо представлять это, знаете, как Токио, такой вот огромный мегаполис, нет. Даже не Нью-Йорк. Да и даже в Майами даунтаун, мне кажется, побольше будет. То, что я говорю, не значит то, что вам откликнется точно так же, особенно если вы никогда не были в крупных городах в США, если вы не были в США априори, если вы не были в Лос-Анджелесе. Я больше человек природы, мне больше впечатляют ландшафты, горы, леса, какие-то равнины, свежий воздух. И даже то, что мы съездили сегодня днем на закате, мы проехали по городу. Опять-таки, если убрать весь ландшафт, вся красота этого города уйдет. Не было бы природы, нечего было бы тут делать. Вид бомбезный, все круто. Ну, кстати, вот здесь напротив нас дом шикарнейший просто. Вот он выше нас, и он видит вот это вот весь Лос-Анджелес. И он стоит всего 9 миллионов. Либо 30-35 тысяч в месяц. Спасибо вам большое за ваше уделенное время, за просмотр этого видео. В этот раз у нас получились очень прекрасные, красивые виды от пустыни до гор, до 3-метровых кактусов. Теперь мы стоим просто на вершине Лос-Анджелеса. Перепады просто местности. И вы тоже с нами увиделись с нашими прекрасными ребятами, друзьями. Они нас повозили, покатали. Напоминаю еще раз, ссылка на их прекрасный канал есть в описании. Зайдите, посмотрите, поддержите. Короче, если что, обещаем, что еще раз, как минимум еще раз мы соберемся все вместе, Поедем Майами. куда-нибудь. соберемся и еще раз что-то веселое обязательно заснимем. Прикольно. Наши дорогие подписчики, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, на наши соцсети. До встречи в новых видео. Всем удачи, всем пока, расходимся. Что ты вчера? Я вчера телочку, о, yes. Я целиком в нее залез. Прям на веранде.